Хочу научиться говорить людям то, что думаю, открыто в лицо, а не стараясь понравиться или промолчать. Учиться общаться. У меня получается так, что в разговоре, например, с коллегами или с не совсем знакомыми людьми, я начинаю подстраиваться под разговор, соглашаюсь с теми, что они говорят, и полностью выражая то, что я думаю. Не знаю почему. То ли чтобы быть удобной, или чтобы не обидеть, а может быть не хватает просто воли сказать то, что я думаю. И у меня в голове такое мнение. Ну ладно, типа, ну и, господи, ну и пусть так. А когда так получается постоянно, то меня люди перестают воспринимать всерьез и думают, что я какая-то слабая и ничего не знаю. А на самом-то деле мне есть о чем сказать, но я почему-то все свои мысли оставляю при себе. Как найти силы, как это изменить? То есть вам есть что сказать, да? Вы ощущаете что какую-то свою позицию, но в разговоре, когда кто-то что-то говорит, вы подстраиваетесь, так? Вы не высказываетесь. И, девочки, один из способов самопознания элементарный, но он же и самый такой, как мне кажется, сложный, понаблюдать, как это происходит. Вот девушка уже это сделала, и она прямо супер в этом смысле. Она говорит, что я замечаю, что подстраиваюсь под разговор. А теперь, если подумать, а почему вы подстраиваетесь под разговор? И мы идем глубже, да. Вот, я заметила, что я подстраиваюсь под разговор. Отлично. А мы идем глубже. А почему вы подстраиваетесь под разговор? И там, если вы пойдете глубже, вы увидите какую-то эмоцию. Например, страх. Я боюсь, что я сейчас вот скажу что-то, и что тогда будет? Отвергнут меня, скажут, что дурочка, что ли, совсем, да? Или что? И там вы отыщете ту ключевую эмоцию, по которой вы этого перестали делать. Скорее всего, она тоже детская, потому что вдруг вы обнаружите какой-то иррациональный страх. И вы говорите, слушайте, ну а что мне опасаться-то, да? Ну как бы по профессиональную тему обсуждаем, коллеги что-то сказали, почему мне страшно сказать, да? И вы поймете, что, скорее всего, этот страх иррациональный. Вы можете с этим к психологу идти, вы тогда разберетесь и отыщете, и увидите почему. Но вы можете и самостоятельно, когда вы поняли, что это иррациональная вещь, вы можете перебарывать себя, да? То есть просто тренировать новую тактику. Какую? Да, мне страшно, да, мне дискомфортно, да, я всегда молчала, а теперь я буду говорить. И вы создаете как бы новую стратегию и новый итог. Потому что у вас ощущение, вам кажется, что сейчас я что-то скажу, и будет что-то плохое, как в детстве. Может быть, у вас не было права слова в детстве, понимаете? Может быть, вам мама говорила, что вот когда ты будешь большой, тогда я тебя послушаю, да? Может быть, вообще там как бы родители ругались, и вы боялись что-то сказать, понимаете? Может быть, когда вы что-то говорили, вас ругали за это, да, понимаете? То есть там что-то такое есть в детстве, но это было тогда, а теперь вы взрослая уже, правильно? И вы можете начать переобучать себя саму, да? Смотрите, нужно сделать новую последовательность. То есть, как раньше было? Я думаю, что будет что-то плохое, страшно, значит, мне лучше промолчать. А теперь нужно переписывать. Я попробую сказать, что я думаю. Да, мне будет дискомфортно, посмотрю, что будет. Вот вы сказали, смотрите. Ну, все там удивились, допустим, потому что раньше вы молчали. Но кто-то вас поддержал, кто-то сказал, слушай, ну вот интересно. Кто-то сказал, слушай, а я думаю иначе. Но ничего страшного не случилось, так? То есть все в порядке. Вы раз сказали, понимаете, все в порядке, можно говорить, два сказали. И потом вы понимаете, ага, вот она, новая тактика, я могу говорить, и катастрофы никакой нету. Да? Вы как бы начинаете себя переучивать, понимаете? И это происходит. Ну, вот Оля пишет, был старший брат, который всегда был прав. Ну, Оль, вы понимаете, да? Вот видите, я прям даже, не знаю вашей вот истории, как будто бы вот угадала. На самом деле нет, это просто опыт. Я понимаю, что если так сложилось, была причина, понимаете, иначе было бы все по-другому. Видите, был старший брат, который был всегда прав. Да. А что тогда я буду говорить? Все равно как бы я на его фоне похуже, да? Ну, во-первых,
старший, да, какая там как бы разница была? Понятно, что старший ребенок более умный, потому что, ну, просто он постарше, да, он просто больше знает. Он в 5 классе, а вы в 1 классе. И, конечно же, он в чем-то умнее в этих, да, в предметах, в чем-то еще. Да, а потом я уже тоже взрослая, брат тоже, условия иные, а схема остается старая. Понимаете? Поэтому, как бы резюмируя ответ на вопрос, как, значит, все-таки отстаивать себя, если страшно, и я все время молчала, говорить себе, что я уже большая, да, что здесь никакого старшего брата уже нету, и вообще уже и с братом старшим я могу разговаривать уже теперь, говорить свою позицию, да, и просто тренировать новое поведение, тренировать через дискомфорт. Вот это случай, когда надо через дискомфорт это преодолевать.